Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сегодня мы обсудим тему избыточного веса и ожирения у кошек и собак. А перед тем, как мы начнем, хочу спросить вас, знаете ли вы, есть ли у вашего питомца лишний вес? Самая частая патология сегодняшнего дня – это ожирение. В различных странах распространенность избыточного веса и ожирения у собак варьируется от 17 до 58%, а у кошек от 19 до 55%. И с каждым годом количество страдающих избыточным весом животных увеличивается. Ожирение возникает из-за дисбаланса между потребляемой энергией и энергетическими потребностями. Диагноз ожирения выставляется, когда масса тела животного превышает идеальную кондицию на 20%. Почему важно бороться с ожирением? Международная ветеринарная ассоциация мелких животных определяет ожирение как хроническое заболевание, требующее контроля в течение всей жизни. Жировая ткань признана активным эндокринным органом, секретирующим целый ряд гормонов и белковых факторов, которые называются адипокинами. Многие адипокины являются медиаторами воспаления, способствующими развитию хронического воспаления. Ожирение увеличивает риск развития осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, со стороны кожи, увеличивает риск возникновения сахарного диабета в 2 раза, повышает риск опухолеобразования и уменьшает продолжительность жизни на 20%. У людей ожирение определяется с помощью индекса массы тела. Считается, что если индекс массы тела человека превосходит 25, то у него присутствует избыточный вес. А если этот показатель превосходит 30, значит существует риск возникновения серьезных негативных последствий для здоровья. У животных нет классификации по индексу массы тела, но избыточный вес также приводит к повышению рисков для здоровья. Малоподвижный образ жизни и недостаток физических упражнений – основные факторы развития ожирения. Животные, страдающие ожирением, мало способны к физическим упражнениям, они становятся менее активными. А малоподвижный образ жизни способствует набору веса, образуется порочный круг. У собак наибольшая распространенность ожирения и избыточного веса отмечается в возрасте между 6 и 10 годами, у кошек в возрасте между 5 и 11 годами. Порода животного является фактором риска развития лишнего веса у кошек, однако перечень предрасположенных к ожирению пород варьируется в зависимости от автора и проводимого исследования. Кроме того, некоторые породы были более популярны на момент проведения исследования и в результате продемонстрировали большую репрезентативность. Предрасположенность той или иной породы к ожирению частично связана с генетическими факторами, а точнее соотношением жировой и тощей массы тела. Кокер-спаниели, бигли, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, таксы более предрасположены к ожирению по данным исследованиям в разных странах. У кошек больше предрасположены к ожирению самцы, а среди собак 60% ожирения приходится на женский пол. У кастрированных собак вероятность развития ожирения в 2 раза выше, чем у интактных животных. У кастрированных кошек риск развития ожирения выше в 3 раза. Особо важным является тот факт, что владелец неправильно оценивает идеальный вес животного. Владельцы не видят проблемы лишнего веса, более того, считают пухлых котиков и собачек милыми. Также владельцы животных не видят взаимосвязи между лишним весом и увеличением риска возникновения осложнений. У многих владельцев возникают сложности с расчетом норм кормления, режимом кормления и пониманием в целом физиологических особенностей питомца. Важно оценить, насколько текущее кормление калорийно. Возможно, в данный момент количество корма слишком большое, а количество перекусов и дачи лакомств слишком частое. Контроль кормления – ключевой элемент предотвращения, а также лечения ожирения у животных, наряду с увеличением физической активности, точностью расчета рациона и выбором специализированной диеты. Почему при ожирении нужна именно специализированная диета? Почему нельзя просто уменьшить порцию обычного корма, спросите вы? Во-первых, уменьшение количества повседневного корма приведет к дисбалансу питательных веществ. Во-вторых, приводит к попрошайничеству и неконтролируемому потреблению пищи. Специализированные диеты, назначаемые при ожирении, называются редукционными, то есть диеты для похудения.
Редукционная диета основана на ежедневном обеспечении организма пониженной дозой энергии, чтобы организм мог использовать накопленные жировые запасы. При расчете суточной нормы кормления мы ориентируемся не на текущий вес животного, а на идеальный вес, то есть тот, к которому мы стремимся. Чтобы определить идеальную кондицию животного, мы пользуемся бальной оценкой упитанности. Рекомендую вам пользоваться 9-бальной шкалой, так как в ней шире шаг оценки, что дает более объективное оценивание. Процесс снижения веса должен быть постепенным и контролируемым, чтобы не нанести вред здоровью кошки или собаки. Безопасной считается потеря веса на 1-3% в неделю от текущей массы для собак и на 0,5–2% от текущей массы для кошек. Редукционная диета Adipositas Happy Dog Happy Cat соответствует требованиям регламента Европейского Союза 2020/354 по созданию кормов для питания собак и кошек при особых пищевых потребностях. Ветеринарная диета Adipositas отличается уменьшенной плотностью энергии за счет снижения количества жиров. Диета с уменьшенной калорийностью позволяет животному получать больший объем корма, что помогает сохранить чувство сытости между кормлениями. Этому способствует увеличение количества нерастворимой клетчатки в диете. Высокое содержание высокоусвояемых белков в рационе необходимо для поддержания мышечной массы при ограничении калорийности. Источники животного белка в ветеринарной диете для собак – курица и рыба, в Adipositas для кошек – курица, говядина, рыба. Антиоксиданты снижают негативные последствия хронического воспаления, связанного с ожирением, а L-карнитин стимулирует использование жиров в качестве источника энергии для клеток. Ветеринарная диета Adipositas содержит усиленную формулу для поддержки здоровья суставов – гидролизат коллагена, новозеландские мидии и глюкозамин. Травы розмарина и имбиря, которые содержатся в рецепте, традиционно используются для стимуляции обмена веществ. И да, диета может быть вкусной. Для собак применяйте ветеринарные лакомства Vet Control, которые совпадают по рецептуре с ветеринарной диетой Adipositas. Лакомство Vet Control содержит усиленную формулу компонентов для поддержки суставов, поэтому суставы и связки вашего питомца будут вдвойне защищены. Мы с вами знаем, что суточная калорийность лакомств не должна превышать 10% от общей суточной калорийности. С лакомствами Vet Control сбрасывать вес полезней, веселее и вкуснее. При смешанном кормлении с влажным кормом Happy Dog Adipositas, пожалуйста, обратите внимание, что 100 грамм влажного корма эквивалентно 25 граммам сухого корма Adipositas, а 100 грамм влажного корма Happy Cat Adipositas эквивалентно 20 граммам сухого корма Adipositas. Дополнительным показанием для влажных диет Adipositas, помимо избыточного веса и ожирения, является сахарный диабет. Источник белка животного происхождения во влажной диете для собак – курица. В Adipositas для кошек – курица и свинина. Тыква – эксклюзивный источник углеводов, редко встречающийся в рецептурах кормов. Тыква не только благоприятна для пищеварения в целом, тыква в качестве углевода в продукте Adipositas делает его предпочтительным для пациентов с сахарным диабетом. Давайте рассмотрим два важных критерия по углеводам, которые необходимо знать при заболевании сахарный диабет. Первый критерий – гликемический индекс. Этот показатель демонстрирует, насколько быстро нарастает концентрация глюкозы в крови после того, как продукт был съеден. Все знают, что диабетикам желательно употреблять те продукты, которые имеют низкий показатель гликемического индекса. Но не только он влияет на уровень сахара. Кроме гликемического индекса есть понятие гликемической нагрузки. Это содержание количества углеводов на 100 грамм продукта. Соответственно, чем выше гликемическая нагрузка, тем больше углеводов поступит в организм. То есть гликемический индекс – это показатель скорости, а гликемическая нагрузка – количество поступаемых углеводов. А мы знаем, что количество углеводов при диабете и ожирении нужно ограничивать. Давайте приведу пример. У арбуза гликемический индекс 72, а гликемическая нагрузка низкая, всего 4 грамма углеводов на 100 грамм арбуза. Поэтому арбуз – полезный продукт даже при похудении, несмотря на высокий гликемический индекс. Вернемся к тыкве. У тыквы высокий гликемический индекс 75, однако гликемическая нагрузка ниже, чем у арбуза, всего 3,3. В связи с этим рецепты с тыквой могут быть рекомендованы не только пациентам с сахарным диабетом, но и с ожирением.
Применяем редукционную диету до достижения целевого веса. Также мы рекомендуем применять ветеринарную диету Adipositas и после достижения идеальной кондиции с целью поддержания массы на оптимальном уровне. И далее каждые 2 недели повышаем суточное потребление энергии на 10%. Чтобы избежать проблем с пищеварением, следует вводить диету медленно в течение нескольких дней. Если человек прибавит в весе 1-2 килограмма, он, конечно, заметит. Нужно сделать поправку. Если женщина прибавит 1-2 килограмма, она 100% заметит. Но эта прибавка не критична. Однако для кошки или для маленькой собаки это означает появление избыточного веса, близкого к ожирению. Например, собака с идеальным весом 10 кг уже будет иметь лишний вес, достигнув 11 кг, и ожирение с весом в 12 кг. Если кошка с идеальным весом 6 кг набирает еще 1 кг, прирост ее массы составит 17%, а это уже почти ожирение. Если вы обнаружили, что вес вашего питомца избыточный, придерживайтесь следующих рекомендаций. Обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу. Регулярно взвешивайте не только животное, но и корм, который вы ему даете. Записывайте вес питомца, количество еды и количество выполненных упражнений в дневник питания. Выберите специальную ветеринарную диету с пониженным содержанием энергии, например, Adipositas, Happy Dog, Happy Cat. Используйте низкокалорийные лакомства. По мере возможности увеличивайте физическую активность. Будьте терпеливы, устойчивая потеря веса требует времени. И делайте совместные фотографии. Возможно, вы заметите появление избыточного веса не только у своего питомца, но и у себя, а худеть вместе веселее. На сегодня у меня все. До скорых встреч!